Привет всем! Сегодня ролик про голубку. Вот эта лебедиха, ее зовут Голубка. Она у нас звезда. Ролики с ее участием набрали уже почти 1 миллион просмотров. Прославилась она вот этим подвигом, когда она зашла к нам в гости. Ну, вообще у нее подвигов много. Она такая, в их семье она умная. И она лидер. Ее супруг, голубь, он такой потише и занят тем, что щиплет травку и где-то там периодически пропадает. А она занимается детьми, она занимается хозяйством, и вообще она самая-самая-самая такая деловая в их семействе. И у меня с ней сложились довольно такие близкие отношения. Вот это я сижу на ступеньке, ее снимаю, я могу рукой дотянуться, ее щипнуть. Ну, я этого делать, конечно, не буду, потому что она тоже может дотянуться и меня щипнуть. Но она меня подпускает, в общем-то, на достаточно близкое расстояние. Там детишки плавают. И у нас с ней сложилась такая доверительность в отношениях. И я решил разучить с ней какой-нибудь трюк. И вот этот трюк у нас получился. Вот сейчас вы увидите фрагмент, что мы с ней научились делать. Вот смотрите. Вот так. То есть я стал выставлять ботинок, а она стала меня за него щипать. И это у нас стало такой игрой. То есть каждый раз, когда я приходил на пирс, если она там, то обязательно мы проделывали вот этот номер. И некоторые моменты были мной засняты. Вообще это лето. Сейчас я рассказываю все это в декабре. И смотрю просто, как было красиво летом. Вот смотрите. Вот. Раз. Вот так. Гортензии. Вот эти гортензии, конечно, они уже у нас вот не первый год. Из Германии мы их в свое время заказали. Ну, великолепно. Они меняют цвет. Сначала белые, потом становятся красными. Так, ну-ка давай, дорогая. Ну, детвора мешает ей подойти, а ей самой хочется. Вот так. Молодец. Давай. А детишки там бестолковые еще не понимают, что к чему. Итак, что у нас с голубкой в этом году получилось? Она вывела потомство многочисленное. Ну вот 4 лебеденка были выращены. Вот так вот, давай. А выращены, и, в общем-то, они уже вполне присоединились к популяции лебедей на озере. Вот белеет парус одинокий. Это у нас Осяхер зее, Каринтия, Австрия. С газоном, конечно, на газон мы рукой махнули. Вот справа от дорожки поддерживаем именно в некотором газонном состоянии, а слева, вот видите, вот клевер, всякая другая травка, которую они щиплют. Вот, то есть мы стрижем такую высокую траву, но заниматься тем, чтобы выводить все эти сорняки, мы не стали, потому что эти сорняки как раз пища для наших многочисленных гостей. А приходит, помимо лебедей, приходят утки, приходит другое семейство лебедей периодически заявляются, одинокие заявляются. В общем, у нас всегда на участке есть кому полакомиться травкой. Вот так. Идет. Поначалу, естественно, у нас не были такие отношения. Вот было вот это расщеперивание крыльев, вот это угрожающие позы. Ну, сейчас она по привычке вот подойдет, потом станет и говорит, а что это я, собственно? Вот. Я уже ее не боюсь, ее уже никто не боится. Вот. Хотя она, в общем-то, очень серьезно относится, в отличие от папаши, в отличие от голубя, который такой пофигист. Вот сейчас я направляюсь к детям. Вот. Когда я подошел и стал снимать, она тоже подошла и как бы вот меня, ну, ты все-таки, говорит, отойди. Ну, давай еще раз щипни. Вот так. Молодец. Молодец. Сейчас декабрь, они на озере остались.
То есть периодически приплывают. Ну, еды у них навалом. С едой проблем на оси Ахерзе нет вообще никакой. А предстоящая зима, зависит какая зима будет. Вообще-то озеро замерзает крайне редко. Вот мы 6 зим провели, один раз озеро замерзало полностью. Один раз замерзало частично, а остальные годы оно вообще не замерзало. Ну, то есть тут зимой трава, вот зеленая трава, она продолжается, она стоит всю зиму. То есть пищи им всякие там моллюски, все то, что они со дна собирают. Вот это утки у нас. Утки, кстати, тоже вывели там потомство. К нам приходили с многочисленным своим потомством. Вот какая деловая идет. Вот. Сейчас она пошла по тропинке, а мне надо ее согнать немножко правее. Потому что по тропинке она зайдет на пирс, и что она там будет делать потом. А здесь у них вот специальная дорожка в озеро. На канале есть видео про то, как их семейство пришло с совсем маленькими птенцами, про то, как она зашла в дом, про то, как там другое семейство было, которое потом голубь прогнал. То есть вот про лебедей на канале есть целый сериал большой. Поэтому, кто интересуется вот этими красивыми птицами, пожалуйста, смотрите, там интересно. И вот сейчас я специально стою тут между лодкой и пирсом, достаточно узкое пространство. Они, по идее, должны под пирс направиться. И вот что-то засбоил у нас голубь. Нет, сейчас испугается. Нет, думает, лучше обойду. А маленькие, они бестолковые, им все равно. Вот маленький пошел просто под пирс и поплыл. Вот, сейчас они всем семейством. В одном из роликов есть, как они шлепают. Я оставил звук естественный, как они шлепают по воде. Но это просто, конечно, посмотрите, очень интересно. Вот, и идут и сзади утки. А утки идут, потому что понимают, что сейчас будут давать лакомство, и самое время тоже присоединиться. Ну, вот видите, все повыплывали, ждут. Мы им даем понемногу хлеб, тонко нарезанный, свежий в воде, что не вредно для них. Ну, хлеб это не основная пища, я это много раз объяснял. То есть у них основная пища, вот они травку пощипали, они в воде нашли свою еду. Кругом, они живут в природных условиях, есть заповедник водоплавающих птиц рядом, от нас примерно 1,5 километра направо. Вот, поэтому у них с едой, с питанием вообще никаких проблем нет, и подкормка им не нужна. Подкормку мы делали один раз зимой, когда озеро полностью замерзло, они и снегом завалило берег, и им действительно было нечего есть. Вот тогда мы им варили, вот кашу супруга варила, мы в ведерке давали им крупу. Но это продолжалось не более 2 недель, потом озеро оттаяло, и вот у них было трудное время, вот тот период. Так, какой-то необходимости их специально именно подкармливать нет. Вот смотрите, вот это они едят. То есть они там со дна собирают, ну, я уже не знаю что, вот, но вот это у них типичная поза, что голова в воде, и они по дну там пылесосят, собирают. Вот. То есть вот у нас с голубкой сложились такие интересные отношения. Она вообще игривая такая, веселая. Очень интересно, среди лебедей тоже разные лебеди имеют совсем разные характеры, тоже разные личности. Ну вот смотрите, все. Сейчас вот эти серые уже совсем не серые, они уже белые, вот, они уже побелели. Они вообще вывели их очень рано, раньше других. Неподалеку живет семья, у них 5 птенцов, выжило 5 больших птенцов. Они уже не такие серые, но еще не белые. Они их вывели месяца на 1,5 позже. Есть видео на канале, мы на лодке плаваем, мы подплывали как раз к тому семейству с 5 птенцами. Ну и вот завершительный кадр. Вот это видео полностью есть на канале, посмотрите, интересно, кто не видел. То есть она зашла, проведала. Мы очень боялись, чтобы с ней не случилась неприятность от страха, но она очень хорошо держалась, неприятностей не случилось. И на этом все. Рассказ про лебедей на этом заканчиваю. Ну, сезоны меняются, лебеди меняются. Еще, я так думаю, будет много рассказов про этих птиц.
Подпишитесь на канал и успехов вам!